Я решил похудеть, но точнее мне захотелось иметь спортивный пресс. Худеть я планирую в основном за счет дефицита калорий, активной ежедневной ходьбой, заниматься упражнениями для пресса и немного заниматься силовыми тренировками дома. А кому интересно, чем я занимаюсь или чем буду заниматься далее, подпишитесь на мой телеграм-канал, тем самым вы меня очень сильно поддержите. Более полугода назад мой вес составлял 85 килограмм при росте 180 сантиметров. Так я жил на протяжении нескольких лет, пока не смог взять себя в руки и начать активно заниматься своим телом. Сейчас же мой вес составляет 72 килограмма. Это неплохой вес для моего роста, но хочется большего, хочется увидеть наконец-таки кубики. Поэтому я решил поставить себе челлендж 200 калорий в день, минимальная ходьба 10 тысяч шагов, но надеюсь будет получаться больше. Посмотреть, не сорвусь ли я с этого челленджа, даст ли это результат моему телу. День первый. По сути, первые 3 дня это самое сложное, что может быть, поэтому мое утро началось с яичного белка, тунца и банана. А первый день у меня закончился с 1855 калорий, и получилось у меня белка 182 грамма, углеводов 234 грамма, жиров 23 грамма. Я знаю, что жиров достаточно мало, но это был всего лишь первый день. А также в первый же день я не забыл про шаги и прошел 10 700 шагов, то есть 8 километров. Я думаю, это достаточно неплохой результат. iPhone мне показывает то, что это примерно 420 калорий. И также я не забыл про тренировки. Я сделал 13 раз на турнике обратным хватом по 2 подхода. Также дома у меня имеются гантели, поэтому я сделал 6 подходов на бицепс по 20 раз. И еще я решил, что мне нужно сделать пресс, поэтому я решил сделать 35 раз скручивания по 6 подходов. И в принципе закончить это все велосипедом лежа. Сделал 3 подхода по 40 раз. Совсем забыл показать, как выглядит мое тело на первый день, поэтому я его уже вам показал. День 2. Никакого переломного момента не случилось. Успешно перекусил хурмой, обедал бананами и греческим йогуртом. Поужинал рисом с кетчупом и свининой в духовке без масла. День вышел таким: 275 калорий, белка 184, углеводов 329, жиров 16 грамм, активность 9500 шагов, то есть 7,7 километров. Сделал 35 раз скручивания, 6 подходов, 40 раз велосипед лежа, 3 подхода. Также хотел сказать, что все видео, которые показаны с улицы, это я снимал в тот день, в который я именно ходил, чтобы показать, что я правда хожу. День 3. Не переживайте, я не буду показывать 21 день по очереди. Это последний день, а дальше буду показывать все понедельно или же ключевые дни. Сегодня переломный день, когда я не хотел идти делать шаги, потому что на улице ну прям дерьмо. Питание у меня получилось 2509 калорий, да, немного я, конечно, перебрал, но там у меня была интересная булочка. Белка я набрал 159 грамм, углеводов 297 грамм, жиров 78, ну, это все булочка. По активности у меня получилось 10 600 шагов, то есть 8,5 километров. Короче, гуляю, я велосипед иду по велосипедной дороге. Пресс и силовые я в этот день не делал. Также на третий день я решил взвеситься, и вес был плюс-минус таким же, может быть 100-200 грамм скинул, но скорее всего это была вода. День 7. Завершение недели. По питанию выдержал норму в 200 калорий. Белка всегда выше 160 грамм. Углеводов около 210 грамм. Жиров около 70 грамм. Трудности первой недели. Трудности у меня появились, и особенно со стулом. Я это, правда, не рассчитал, но сразу же на следующей неделе я внес корректировки, чтобы таких проблем у меня не возникало. Активность, среднее значение шагов 10 500 в день, то есть 8,2 километра в день. Еще сделал 2 дня упражнений на пресс, а также одну силовую тренировку. Важный факт: я не использовал креатин, L-карнитин и прочие пищевые добавки для похудения или добавления силы к упражнениям. Если честно, я не специалист в похудении и тренировках, это мой первый серьезный опыт, когда я действительно не забиваю, стараюсь изучать эту тему глубже, чтобы мое тело начинало выглядеть лучше. Поэтому, скорее всего, мое питание очень ошибочное, которое мне надо корректировать. Даже сейчас, завершив этот челлендж, я понимаю то, что я очень много допускаю ошибок, и мне стоит еще многого чего изучить. День 14. Переломная вторая неделя. Признаюсь, в плане тренировок пресса я на этой неделе сдулся. Питание среднее значение у меня было около 2350 калорий в день. Белка среднее значение 150 грамм, углеводов среднее значение 220 грамм, жиров около 60 грамм. С питанием тоже наступил, так скажем, некий сложный период. Были у меня трудности, но я, если честно, сам для себя отмазываюсь это с тем, что у меня наступили холода. Активность, как я сказал, на упражнения силовые
недели я решил сделать тайм-аут, но в шагах я себе не смог отказать, иначе челлендж бы для меня сразу завершился. Поэтому за неделю я прошел около 11 500 шагов в день в среднем. Это около 9 километров в день. Честно, это была очень трудная для меня неделя, потому что до начала этого эксперимента, челленджа, я и так занимался спортом и старался держать дефицит калорий. Но здесь я попробовал себя взять, так скажем, в жесткие руки, но эта неделя у меня была очень переломная, но хотя бы я не выходил за грани границ. И шаги, эти калории у меня закрывали. Сегодня переломный день, когда не хотел идти делать шаги, потому что на улице, ну прям дерьмо. Почему-то я подумал, что я должен это все равно сделать, какая бы погода ни была. Сегодня вроде день 10-й, буду нагонять шаги. Вчера я должен был заняться спортом, но почему-то сил не было. Не знаю, может на сегодня последнее видео, может нет. Купил за 200 рублей овсянки, буду, короче, кормить уток. Они уже понимают, что я их буду кормить. Делаем добрые дела, кайф. Короче, первый корм ушел за минуту, тут уже утиные драки. Я вышел погулять, когда еще не темно. Офигеть. Очередной день, нагоняю шаги. Все уже по-зимнему. Кстати, все так странно, это типа по-зимнему стало. Прям по щелчку. Вот. А я пока хожу где-то 4К шагов уже нагнал. Не знаю, десятку получится. Надеюсь, да. Блин, я каждый день говорю то, что у меня не получится 10 тысяч сделать, но получается пока. Но я могу себе позволить, что не получилось. Или не могу. Самое главное, не забывал взвешиваться, я взвесился аж целых 2 раза, и результат меня на самом деле удивил, хотя я даже переедал и иногда не доходил, у меня минус 1,5 килограмма. Я считаю, что это был достойный результат за 2 недели, но у нас остается еще 21 день. Скажу так, видео планировалось на 14 дней, но, увы, результатов было мало, и поэтому я продлил данный челлендж. Увы, я снимать почти перестал эти последние 7 дней, но результаты записывать я не перестал. Поэтому 3-я неделя у меня получилась сбалансированной, хотя иногда так хотелось наесться, а в моментах я просто забывал, что нужно есть, что еда существует, как бы это было странно. Эмоционально скорее меня ударила погода, то, что похолодало, и ходить в первый день стало тяжеловато, но дальше у меня все стало лучше. Питание. Среднее значение 2200 калорий, белка 150 грамм, углеводов 200 грамм, жиров среднее значение 80 грамм. Активность. 15-й день у меня вышел самым провальным, где я сделал всего 5000 шагов, но остальная неделя у меня оказалась неплохой, около 12 тысяч шагов, то есть 9 километров. По тренировкам, несмотря на отклонение во 2-й неделе, то, что я там практически ничего не делал, у меня внезапно появились силы, и я провел аж 3 тренировки на пресс, я делал скручивания, велосипед лежа, и также я не забыл про одну силовую тренировку, но на это, увы, на 2 не хватило сил. Что я могу сказать? Эти 3 недели оказались не самыми простыми, особенно в питании, так как иногда мне не хватало насытиться, или же я не понимал, как дополнить свой белок. Тогда я начал думать, что можно употреблять низкокалорийного, но белкового. Честно, меня спасал 5% творог с ложкой варенья, а также греческий йогурт. Главным моим пустым калориям оказался помидор. Скрывать не буду, сладкие напитки мне тоже хотелось, и поэтому время от времени я попивал лимонады с приставкой Zero. Я понимаю, что это тоже вредно и не спаситель, но мучить себя мне не хотелось. Самое главное для меня было не делать рацион питания однотипным, а стараться всегда придумывать что-то новое, и, к счастью, у меня это получалось. С активностью также. Мне становилось скучно в те моменты, когда я ходил там, где уже был недавно, поэтому я старался всегда разбавлять свои маршруты и смотреть на что-то новое. Прикол сейчас. 11 вечера. Почти что. Короче, я сегодня решил сменить биом и зашел в снежный биом. Хожу по снежному биому. Вот так вот. Самолет. Гуляю. Красота. Новый год скоро. Ура. Совсем забыл уточнить про воду, про нее я также не забывал и старался пить около 2-2,5 литров в сутки. Еще немного о питании. Я не пробовал делать себе заготовки на потом, так как питаться я люблю только приготовленными блюдами. Самое интересное для меня стало это выкидывать желток из яиц, мне было жалко его скидывать, продукт в мусор, а уличным животным его давать, увы, нельзя. 21 день. Итоги за 3 недели. Мне удалось на весах преодолеть отметку в 69 килограмм из изначальных 71 килограмма.
килограмма, то есть я сбросил 2 килограмма. Я рад этому результату, так как я старался не вредить себе морально и физически. Сейчас на экране вы видите фото до и после. Я вижу разницу, но не сильную, так как вес и так уже на границах норм моего роста. Напоминаю, мой рост 1,80 м. Сейчас я хочу попробовать, чтобы у меня были уверенные кубики на теле, но это требует хорошей силовой активности и сухого набора массы. Поэтому, пожалуйста, подарите мне абонемент в зал. Если вам понравилось это видео и вы бы хотели увидеть, как я пытаюсь набрать чистую массу, то подпишитесь на мой канал, на мои соцсети, то есть Telegram. Тогда, возможно, я начну снимать видео именно об этом.